Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Я закончила раскрашивать по плану иллюстрацию в пейзажах. Здесь мы, напомню, красим вместе с Оксаной, и ссылка всегда в конечной заставке. Сейчас покажу, что у меня получилось. А получилась у меня вот такая вот иллюстрация. Ну, в принципе, прикольно, по крайней мере, такой пейзажик интересный. Сейчас я заодно и закладку положу на нужное место, на нужную страничку. Ну и, соответственно, закончив одну раскраску, точнее иллюстрацию, я взяла животные из этой же серии и выбрала четвертую. Здесь должна получиться белочка, вроде как, ну вроде как белка. Я уже подобрала фломастеры. Это Big Visa, Кариока Joy, Эрих Краузе Артбери, Каждый день, Штабила Пауэр и Ашан с птичкой. Сделала контур, чтобы было легче раскрашивать на камеру. Ну и сейчас приступлю к раскрашиванию. Что-то я буду, так сказать, вот так красить, без озвучки напрямую. Ну а что-то на промотке, на скорость ставить и уже с озвучкой. Ну, просто для разнообразия, что ли. Наверное, так. Хорошо, вот когда попадаются здесь, знаете, иллюстрации как с мелкими деталями, так и вот покрупней. Ну, то есть это не то, чтобы совсем крупные, но прямо и мелкотни реально нет. Ну, именно для разнообразия, чтобы не приедалось, потому что в последнее время здесь попадались везде иллюстрации настолько с мелкотней, либо совсем крупные, либо с мелкотней. И как-то я чувствовала, что меня напрягает эти раскраски, хотя я их очень хотела, и они мне прям реально нравятся. А вот сейчас, когда что-то такое средненькое появилось, я уже соскучилась и понимаю, что раскрашиваю с удовольствием. У меня сегодня такой интенсивный день. У меня предстоит еще много чего по дому сделать. Плюс сейчас ученица приедет. И вот пока есть время, снимаю для вас хобби-влог. Ну, прямо и желание поснимать есть. То есть не по принципу надо, а прям вот захотелось поснимать. Ладно, продолжу раскрашивать. Ученица немножко задерживается, поэтому у меня есть время пока что. Но самое главное — желание. Тут прям так фломастер классно этот раскрашивает. Жаль, что сейчас в Ашане хоть и есть эта скидочная корзина, но там все фломастеры, как правило, по 20 рублей пробиваются. Но что-то это они, я не знаю, ошибка у них какая-то, что ли, потому что, ну не может столько фломастер стоить. Или они на невнимательность, может быть, рассчитывали людей.
Так-то вот мне биквизы очень понравились, они весьма неплохие. И поштучно я бы взяла. Но я сейчас так думаю, что когда поеду в Ашан, то присмотрюсь к Рёка Джой, к телесному. Потому что все-таки, ну, он не то чтобы телесный, он, понятно, гораздо темнее, но все равно довольно-таки редкий цвет, и он подходит вот, и здесь много таких оттенков. И я думаю, что если будет такое, ну вот этот вот, в общем, надо взять в запас, потому что, да, он, конечно, не телесный, но подходит он ко многому. Надо будет, скорее всего, приобрести. Даже если он будет 12 или там 20 рублей стоить, вот именно этот цвет я бы взяла. Остальные, конечно, я воздержусь от покупки, потому что, ну, как бы за 20, там, за 30 рублей я лучше тогда возьму у них трехгранный фломастер с этим, с толстым пишущим узлом, и, по крайней мере, на фоны, например, очень подойдет. Странно, я что-то сегодня все забываю, что я даже вот разговариваю, у меня обычно я могу вообще разговаривать каким-нибудь там дикторским голосом и без использования слов там паразитов и тому подобное. А сейчас я чувствую, что я там несколько раз одно и то же могу повторить. Ладно, исправлюсь. Но я сегодня и в счетчик калорий несколько продуктов не записала, и только потом что-то думаю, странно. Вторая половина дня должно уже как бы быть больше калорий, а у меня все как-то не движется. Потом поняла, что одно забыла, другое забыла записать. В общем, где-то мысли непонятно у меня находятся. Так, вот этот что-то, кстати, прикольный цвет. Хочу похвастаться, сделала первую свою шоколадку ручной работы. Ну, я просто чисто для себя, может быть, кому-нибудь на подарки. Ну, здесь какао, масло, пока что какао-порошок, мед, кокосовая стружка. В общем, прикольно, буду пробовать. Так получилось, что в течение дня я все-таки закончила эту иллюстрацию. Честно говоря, думала, что, ну, она, конечно, простая, но, скорее всего, я так предполагала, за пару дней ее раскрасить. Но я в течение дня по нескольку раз подходила и раскрашивала, в общем-то, доделала. Прикольная иллюстрация. Конечно, есть более эффектные, но это тоже неплохо. Я так отдохнула, мне понравилось. И сейчас я достала Кербера Розанеса «Хрупкий мир». Мы здесь раскрашиваем вместе с Оксаной. В этом месяце Оксана предложила на 55-й страничке вот эту иллюстрацию раскрасить. Ну, и я, соответственно, согласилась, потому что она у меня не раскрашена и так или иначе стоит в планах. Поэтому, конечно, с удовольствием пораскрашиваем вместе. Ну, здесь я уже по традиции мэджиком, хотя, правда, я же не этим крашу. Кстати говоря, я же обычно крашу другим, надо его сейчас достать. Минутку. Так, надо взять коробочку сюда. Кстати, постоянно вот эта штука отскакивает. Не знаю. Видимо, все-таки надо вторую приобретать потом. Потому что я завтра в теории поеду, но и Икея еще работать не будет. Ну, потом, ладно, это не к спеху, я тем более все-таки еще пока не решила, нужна мне такая вторая коробка или нет. Ну, потому что я все-таки ее приобретала для того, чтобы
при случае по квартире спокойно перемещаться с одной коробкой, где у меня именно самое необходимое, потому что крашу я чаще всего карандашами. И, соответственно, это как-то, я там собрала все, что мне необходимо. Не знаю. Можно и с 2 коробочками по квартире перемещаться, наверное, спокойно. В общем, да. Начинаю, как водится, с Мэджика, но, наверное, это единственный будет карандаш здесь неразмываемый. Потому что остальное будут Монделузы. Я, правда, не решила. Я небо обычно всегда тоже Монделузами делаю, размываю. Но вот я сейчас так, не знаю, может быть, просто возьму детскую акварель. Наверное, так и поступлю, в принципе. А может быть, даже здесь обойтись сухой пастелью. Что тут с обратной? Хотя нет, здесь вот придется явно использовать акварель, поэтому сухую пастель будет тут неразумно использовать. Тогда, наверное, сейчас... Не знаю, знаете, вот Монделузами получаются интересные эффекты, переходы, даже поинтереснее, чем просто акварелью. Но, наверное, возьму именно акварельку. Сейчас закрашу все, где здесь предполагается. Хотя я не знаю, может быть, здесь и зеленый цвет должен быть. Пусть будет так, неважно. Мне нравится, и самое главное. Так, потом всякие мелочи я здесь дораскрашиваю. Вот, и здесь еще. Мэджиками, конечно, хорошо в одном направлении красить, но не везде это получается. Ладно, я потом за кадром все это доделаю. Поаккуратней. А то я сейчас точно в кадр влезу. Так. Вроде бы почти все. Это что же дерево? Или кусты какие-то? Потом надо посмотреть еще, как этих коал раскрашивать. Я представляю, конечно, как. Но все же я бы сначала посмотрела получше. Потому как одно дело представлять, и другое дело раскрашивать. Господи, сколько здесь всего этого. Что-то я как-то за эти дни засиделась дома. То есть я выходила и даже, какое-то количество километров проходила. Но вообще я привыкла ходить гораздо больше. Но это не связано с какими-то там ограничениями, в принципе. Пока они меня точно не коснулись на данный момент. Вряд ли я бы поехала среди недели куда-то. Вот. Получилось же, что то воскресенье у нас отменились занятия. Вот, собственно, поэтому я и получается, что соскучилась. Спецом не поехала. По крайней мере, я какие-то видео поснимала, дела дома поделала. Сейчас пораскрашиваю немножко листочки монделузами. Я тут
стандартное сочетание использую, но решила еще добавить черного. Хотя, может быть, и коричневый стоило бы. Вот Оксана как раз говорила, а ссылка на канал будет в конечной заставке, что у нее кисти, по-моему, Малевич, и именно синяя, она стала облупляться, как я поняла. Но вот у меня кисточка из Леонардо или из передвижника, и могу сказать, что тоже вот синяя, она облупляется. Но я думаю, что это от красителя зависит. Я как-то рассказывала, что даже синяя такая яркая ткань, она синяя, желтая, она режется даже лучше, чем точно такая же ткань, покрашенная другим цветом. Просто едкий краситель и, видимо, вот не держится. Собственно, когда вот у нас была еще до акрилового вкладыша, мы делали напыление на ванну, хотели ее делать черную или какую-то яркую, и нам, в общем-то, хороший мастер попался, он сказал, что чем ярче будет ванна, тем меньше это покрытие будет держаться. Поэтому тоже, может быть, еще от яркости. Ну да, в общем-то, от интенсивности зависит еще прежде всего. Но сами по себе еще синие и желтые красители, они более едкие. Ну, вообще обидно, потому что мне, например, очень этот оттенок нравится. И плюс кисточка эта, она как бы и недорогая, но она и не дешевая, знаете. Хотелось бы, чтобы... Ну, сама по себе она у меня уже сколько, 2-й год, у меня к ней нет претензий, кроме вот того, что она такая вот стала. Ладно, это можно в целом-то исправить, да и не страшно это. Но вот имеет место быть. Надо сейчас еще карандаши поточить. Вот рядом точилка, а мне лень. Просто протянуть руку. Но уже я как-то увлечена процессом. К тому же, знаете, хочется пораскрашивать, но я уже понимаю, что как бы нет, уже нет времени. И завтра, скорее всего, у меня тоже не будет времени. Поэтому не хочу отвлекаться на мелочи. Я сейчас уже буду скоро ложиться спать, и я поняла, что я не могу уйти спать, не решив, чем же именно я буду фон делать. Поэтому уже остановилась на акварели. Ну и немножко вот здесь начала. Ну, так как тут вот небольшой фрагмент и разделенный листочками, то ничего страшного, что я сегодня начала, а завтра, например, продолжу. Это не страшно. Ну, по крайней мере, определилась с материалами. Ну, а уж потом разберусь с куалой. В принципе, я понимаю, какими цветами, скорее всего, буду красить. Но я, правда, сказала, что деревья это единственное, что будет раскрашено карандашом, но не факт. Не факт, возможно, все-таки и здесь тоже. Ну, не знаю пока. Это еще не точно. С обратной стороны ничего не протекло, потому что монделузы, они, конечно, не всегда, но бывает, где-то могут немножко протекать. Ну, понятное дело, что если переборщить с водой, то и сильно будут протекать. Но я, как правило, не перебарщиваю. Но вот детская акварель, она все-таки надежнее. И вот. Ну, пока мне вроде как все нравится. Ничего особенного, но, с другой стороны, а что тут может быть особенного? Все стандартно. Так что вот. Кстати говоря, я сделала небольшие перестановки и взяла 2 икеевские полочки. Я думала про них уже давно. Вообще у меня есть, у меня такие вот в наличии 3 узенькие и 1 есть большая. Но большую я использую, у меня в коридоре вот то, что шкаф, ну такой длинный.
и там на самом верху, на антресоле, у меня хранится посуда. И я как бы разделяла пространство, а 3 вот эти были на кухне, в кухонном гарнитуре. Одно оставила, а 2, по сути, они там были не очень-то нужны, потому что что-то я выбросила ненужное, поэтому место освободилось, и сильно разделять пространство не требуется. И я подумала, что эти полочки здесь бы сгодились. Ну, по крайней мере, на данный момент, а там посмотрим. Потому что все-таки, хоть я вот этими брашпенами не часто пользуюсь, но лучше, если вот они вот так все же лежат, а сверху как раз брутфунеры, внизу вот монделузы, в принципе, не так сложно дотянуться рукой и взять что-то. Ну, краски, как вы видите, я туда переложила, это вот так лежит. В общем, вполне себе нормально. С другой стороны, если что, всегда вот эту часть можно подвинуть сюда и эту коробку сверху положить. То есть то тоже будет вполне себе нормально, но этим я займусь чуть позже, потому что я сегодня просто вот так примерила и оставила. Потому что вот эту полочку, ту я помыла, а эту надо еще помыть как следует, потому что на кухне, хоть она и в шкафчике стояла, все равно как бы, в общем, надо осветлить ее немного. Ну вот такие обновочки у меня. Ну, я считаю, что здесь как раз актуальнее разделять пространство. И посмотрим, может быть, даже, кто знает, может быть, я еще приобрету парочку при случае. Кстати говоря, надо посмотреть, я как-нибудь достану еще одну 3-ю полку, так вот ее положу и посмотрю, как оно будет. Может быть, нет, ну вряд ли, если я сверху сделаю еще полку, то вот это не влезет, то есть надо тогда покупать еще 2 и ставить, допустим, карандаши сверху, как-то так. Но с другой стороны, получается так, что вот если стоят монделузы, да, то тут еще много свободного места как-то. У меня знаете, что еще есть? У меня же есть еще полочки из фикс-прайса, такие пластиковые. Их у меня много, они абсолютно даже есть новые. Я их собиралась выбрасывать, но пока не выбросила. Сюда их можно как-нибудь применить. Ладно, это видео я буду завершать. Я, кстати, сейчас, когда пойду спать, подумаю на тему тематики канала, точнее, тематика, она останется прежней, но кое-что изменится. То есть я по-прежнему буду выпускать разноплановые видео, но кое-какая у меня есть идея, и кое-что должно будет поменяться. Ладно, это все-таки я видео буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Заходите в мой инстаграм 3 рыжая 3 8. Благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения и уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи, всем пока-пока.